Привет, друзья! Сегодняшние новости Германии и Европы полны важных событий. Начну с Берлина. Город изменил планы по приемным центрам для беженцев. Вместо новых проектов власти сосредоточатся на существующих центрах в Тегеле и Темпельхофе. Почему решение принято именно сейчас и что это значит для бюджета и инфраструктуры города, я разберу прямо сейчас. В Северной Германии эксперты отмечают рост числа людей с финансовыми обязательствами, которые пока выполняются не полностью. Для водителей тоже готовятся изменения, обсуждаются будущие автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, какие решения примет правительство Фридриха Мерца и как это может повлиять на выбор и стоимость новых машин. И это только начало. Также обсудим энергетику страны, крупные сделки на рынке электроники и финансовую независимость жителей. Про все эти новости я кратко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Берлине приостановили строительство новых приютов для беженцев из-за снижения числа прибывающих. Власти считают, что новые объекты пока не нужны. Решение приняли коалиционные лидеры от Христианско-демократического союза ХДС и социал-демократов СДПГ. Вместо развертывания новых лагерей город сосредоточится на существующих больших центрах в Тегеле и Темпельхофе. В Тегеле планируется расширение нового центра приема по стандартам Евросоюза на 2600 мест, а в Темпельхофе будут созданы дополнительно 1100 мест. Контейнеры уже заказаны, они будут использоваться для этих центров, а не для новых площадок. Также важно, для этого решения не потребуются особые кризисные кредиты. Власти также не объявляют чрезвычайную ситуацию. Вместо этого часть средств 5,25 миллиарда евро, выделенных из Федерального фонда на инфраструктуру и климат, направят на другие проекты – благоустройство, транспорт и больницы. Такое решение сигнализирует, Берлин готов корректировать миграционную политику и распределение средств, учитывая реальные потребности и снижение притока беженцев. Следующая новость важна для экономики Германии. В Северной Германии отмечается финансовая сложность. Внимание! Около 320 тысяч взрослых людей из Гамбурга и Шлезвиг-Гольштейна имеют задолженность по кредитам, которую они пока полностью не погашают. По данным кредит-реформы в Гамбурге сейчас около 120 тысяч таких людей, примерно на 2000 больше, чем в прошлом году. В Шлезвиг-Гольштейне их около 200 тысяч, и это число также немного выросло. Одним из факторов называют продолжающееся давление на семейный бюджет. Высокие расходы, возможно рост цен, и многие люди не имеют достаточных сбережений, чтобы справиться с этими обязательствами. Эксперты предлагают расширить поддержку служб, которые помогают людям с долгами, усилить финансовое консультирование и упростить доступ к долгосрочным решениям долговых проблем. Также важно, чтобы общественные и государственные структуры работали над тем, чтобы предупреждать накопление долгов, информировать людей о рисках и давали возможность реструктуризировать кредиты. Такая ситуация – это сигнал. Даже в экономически развитых регионах Германии растет число людей с проблемами по долгам, и активная поддержка может быть полезна для стабилизации этой ситуации. Следующая новость связана с обсуждением курса Германии в автомобильной промышленности. Германия обсуждает сегодня ограничения на регистрацию новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Как подтвердил лидер фракции социал-демократической партии Матиас Мирш, в ближайшие дни ожидается договоренность в правительстве, вопросы по срокам и переходным технологиям пока решаются. Напомню, суть дискуссии. В 2035 году Европейский Союз планирует ограничить регистрацию новых бензиновых и дизельных машин. Германия приняла эту цель, но внутри правящей коалиции нет единства. Представители Христианско-демократического союза беспокоят, что резкий переход ударит по автопроизводителям и рабочим местам. Две ключевые темы сегодня на столе. Это какие двигатели можно будет продавать в переходной период, например, гибриды или машины на синтетическом топливе, и сколько времени автозаводам дадут на переоборудование производства. Мирш подчеркнул, цитата, «Мы должны гарантировать безопасность рабочих мест, но при этом отметил, что отказываться от климатической цели полностью нельзя. Если соглашение будет достигнуто, производители и покупатели получат четкий сигнал, планирование смены парка машин, производство гибридов и электромобилей станет обязательным. Для водителей это значит, выбор традиционных машин станет меньше, а цены и условия покупки новых моделей изменятся. Решение ожидается уже в ближайшие дни, оно станет важным шагом для автомобильной отрасли всей Германии и для каждого, кто покупает новый автомобиль.
Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии строительство новых газовых электростанций требует ускорения. Глава Siemens Energy Кристиан Брюк отметил, что для своевременного запуска важно ускорить процесс. Дело в том, что поставки крупногабаритных газовых турбин занимают, внимание, до 4 лет. Если не начать саму процедуру закупки уже в начале следующего года, страна рискует остаться без нужной помощи. Почему это важно? Германия, вы знаете, постепенно закрывает угольные электростанции к 2038 году, и возобновляемые источники энергии, солнце и ветер не всегда просто-напросто могут обеспечить стабильный поток электроэнергии. Вот газовые станции нужны как резерв, чтобы дома и предприятия получали свет и тепло даже в непогоду. Правительство Фридриха Мерца планирует ввести новые станции мощностью, внимания, около 8 гигаватт к 2031 году. Чтобы успеть, нужно ускоренно начать проектирование, закупки и строительство этих же турбин. Решение этих вопросов сейчас и определит, будет ли энергосистема Германии надежной в ближайшие годы и как это скажется на тарифах для жителей и компаний. Ситуация требует сегодня ускоренного реагирования, и от того, как же быстро правительство Фридриха Мерца и компании скоординируются между собой, зависит надежность энергосбережения всей Германии. И это лишь первое событие. В Германии крупная сделка на рынке электроники. Внимание! Китайская компания GD получила контроль над владельцем сетей MediaMarkt и Saturn. Сейчас GD владеет более 70% акций и становится главным акционером. Цель сделки – это усилить присутствие китайского инвестора в Европе и объединить огромную сеть магазинов с онлайн-платформой. Это позволит сделать магазины более современными, ускорить доставку и расширить онлайн-продажи. При этом власти Германии и Европейского Союза внимательно следят за сделкой, потому что важно, чтобы конкуренция на рынке оставалась справедливой и данные клиентов были защищены. По обещаниям GD магазины останутся открытыми, а рабочие места сохранятся. Для покупателей пока ничего не изменится, но постепенно сеть может стать более цифровой и предложить больше возможностей для онлайн-покупок. Для Германии эта сделка – это сигнал. Один из крупнейших брендов электроники теперь под контролем иностранного инвестора, что может повлиять на стратегию всей отрасли. Далее рассматриваются другие важные события. Согласно недавнему опросу, более 80% жителей считают, что зарплата не позволяет накопить значительные средства. Особенно остро это ощущают люди старше 50 лет. Почти 9 из 10 признают, что их доход не обеспечивает финансовую независимость. Причины очевидны: высокие цены на жилье и повседневные товары, растущие налоги и зарплаты, которые не успевают за расходами. Многие мечтают о стабильности и возможности откладывать деньги, но реальность далека от этих ожиданий. Только около трети опрошенных чувствуют, что их заработка хватает для комфортной жизни. Для общества это важный сигнал. Работа перестает быть единственным способом накопления. Эксперты отмечают, что без изменений в системе налогов, социальных выплат и возможностей для инвестиций разрыв между доходами и потребностями может увеличиться, что и повлияет на доверие к экономической системе всей страны. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.